вправду говорят, что счастье жить у моря и иметь возможность встречать рассветы над его прекрасными волнами. И поскольку мы сюда приехали, то решили, что обязательно вам нужно показать эту природную красоту. Всем большой привет из Черноморского побережья. Мы выехали из Одессы на некоторое время, потому что в Одессе опять жара невыносимая. И мы решили подышать свежим, чистым черноморским воздухом, заодно поделать все свои домашние дела на даче. Всех приветствую из самого чистого и самого прекрасного места Одесской области. Мы нашли такую интересную рыбу, возможно, это и есть скорпена. Нужно будет почитать в интернете. К сожалению, она мертвая. У нее такое красное брюшко и такой тигровый полосатый хвостик. Если это все-таки скорпена, то плавники у нее с ядом. Посмотрите, опять течением вынесла этот земляной орех, который мы вам показывали в прошлый раз в единственном экземпляре. А сейчас в нем просто все побережье. Мы давно такого не видели. Хотим вам показать. Вот. И очень много стало вымывать вот таких вот маленьких рапанчиков. Раньше они были большие, а сейчас очень маленькие. Вообще море очищается, берег очищается. Весь берег таких красивых черноморских экзотичных ракушек. Их раньше собирали моментально, а сейчас, конечно, некому собирать. Пока только мы. Посмотрите, какое большое количество мы насобирали так называемого чилима. У нас это всегда называли морскими чертиками. С детства мы их помним. И только позже узнали, что это водный орех, который вообще водится в реках и озерах. И просто благодаря течению он попадает в Черное море. И вот такая вот сейчас экзотика на пляже. Его можно употреблять в пищу. Он достаточно вкусный. И его можно варить в подсоленной воде, кушать сырым и запекать. Выглядит он очень прикольно. Я назвала это десерт для врага. И мы даже увидели в интернете, что его можно купить. И его стоимость около 300 гривен за килограмм. А мы вот насобирали, посмотрите, в пакете. Посмотрите, сколько мы насобирали. Сделали доброе дело. Прошли вдоль берега. Сделали доброе дело, потому что он очень острый. И когда идешь на пляже, можно поранить ногу. Смотрите, какая чистая водичка. Видно просто дно. И даже видно маленьких рыбок. Посмотрите, вода мне по колено, но видно дно. И мы сейчас пойдем дальше. Не всегда у нас на море такая чистая вода. Смотрите, волны поднимаются. Класс. Мы теперь гуляем сейчас с вами не по Одессе, а идем по Черному морю. Смотрите, вода уже достаточно высоко, выше колена, и все равно видно дно. Слушайте, почувствуйте себя, что вы сейчас идете по Черному морю. Кто любит скрабы для тела, на Черноморском побережье возможно все. Это точно. Посмотрите, как морская стихия и вообще природа, какие вымывают пещеры в глиняных обрывах. Там очень большая полость, но мы туда Не будем пойдем, подходить, потому чтобы что нам здесь ничего не упало на голову. нависает вот такой обрыв, поэтому мы Но не хотим туда подходить. Пещера там очень глубокая. Вода прохладная, но мы это сделаем. Вода прохладная и очень чистая.
Ну, как для конца августа вода шикарная. Экологически чистый воздух, экологически чистое море. Но очень свежо. До обеда будет вода уже не такая. Три чаечки, Ирина, смотри. Да, там чаечки плавают. Смотрите, каких-то 3 чаечки плавает, как мини-корабли. Ощущение, что мы с вами плывем. Хочу сфотографировать чайку, но она от меня убегает. Улетела. Эта медуза называется медуза корнирот. И я помню, когда я еще была маленькая, то их было мало в море почему-то. А сейчас их просто огромное количество. Мы решили перевернуть, показать вам медузу, как она выглядит. Это, к сожалению, мертвая, но здесь можно увидеть ее ядовитые щупальца. И корнироты жалятся, ну просто очень и очень больно. Я вам только что показала медузу корнирота, и в последнее время, в последние годы их в Черном море очень много, и это связано с глобальным потеплением, что в море подрастает температура воды, и она становится теплее. Ну, они, конечно, достаточно крупные, но слава богу, что у нас не водятся самые большие медузы мира, в которых сам зонд составляет 2 метра и даже больше. Они называются цианеи, поэтому мы довольствуемся тем, что у нас есть корнироты и больше ничего подобного, что в других морях и океанах. Вообще наше Черное море прекрасно. Особенно, когда мало людей, оно очень чистое. Да, и мало медуз. Чистое, приветливое и стало уже после обеда теплое. Просто замечательно. Это нам такой подарок природы в конце августа, такой себе. Ой, смотрите, плывет крабик. Он дохнет. Он уже, наверное, умер. Ой, я не вижу. Вот Ирина взяла, он мертвый, Опять начинается сероводород и опять все дохлое. Он просто плыл вот так вот. Все, умер. А вот еще такой может быть улов у нас в Черном море. Я чуть не наступила. Люди, когда вы пьете пиво на море, забирайте с собой бутылки, имейте совесть, смотрите, что делается. Кроме приятностей на море Черном, здесь на песке обитают еще такие щипалки, которые очень больно кусаются. Видите, какая клешня у нее сзади? Вот она уже ко мне прибежала. Вот лежишь ты себе на покрывале, прибегает такая щипалка и как грызнет тебя. Перед штормом их всегда очень и очень много. Это наши черноморские мидии, и походу чайки хорошо покушали. Остались только пустые ракушки. Вот здесь живет очень вкусная штука. Ну, говорят, что они очищают море, поэтому все-таки не самое полезное. Смотрите, вот маленькие мидии в середине, которые бы выросли большие. Вот прикольно, да, Ирина? Очень классно. Эти еще даже живые, целые. Выброси их в водичку. Вот водоросли какие-то прибило. Морская солома. Так, море начало выбрасывать вот такие вот медальончики красивые. И посмотрите, какую мы мидию нашли. Целая лопата. Мы ее заберем с собой. Они очень редко такие большие вырастают. Обычно вот такие. Вот такие. Видите, все сломанные. А это целая и такая большая. А еще у нас здесь экологически чистый песочек. Практически как на Мальдивах. Посмотрите, какой он белый. А возможно даже лучше.
такое еще есть в нашем Черном море. Это такие морская капуста, водоросли, не знаю, как оно называется, но выглядит очень прикольно. Это не капуста. Ну как это, не кораллы. Ну, короче, Что-то да. симпатичное водится еще. Да. В общем, балдеем мы на море. Сегодня самая теплая вода за эти 3 дня, что мы приехали. Смотрите, сколько кто-то насобирал рапанчиков, и мы нашли. В этом году в море очень много мелких, маленьких рапанчиков. Посмотрите, это еще крупный. Вот такой вот маленький, вот совсем крошечный. Их выбрасывает, наверное, после шторма. Мы приехали за город. Лето уже практически подходит к концу. Погода нас радует, поэтому мы решили понаслаждаться чистым морем, чистым воздухом. Приехали в область, в место, которое мы посещаем с детства каждое лето. Сейчас здесь совершенно мало людей, потому что люди стараются оставаться ближе к городу в связи с войной. Но поскольку мы здесь все знаем, то мы сюда приехали. Людей мало, буквально можно десятки до 100 человек, наверное, на весь пляж максимум. И когда-то мы вас познакомим с этим местом, но это будет немножечко позже. А вот маленькая медуза, к сожалению, тоже мертвая. Где-то 20-30 метров от берега есть песчаная коса. И вот ты идешь далеко, а потом, может быть, глубоко, где-то выше пояса, а потом резко хоп, и мелко, ниже колена. Посмотрите, вот Виктория почти по пояс. А все, она уже выходит на эту косу. Посмотрите, какое разнообразие ракушек у нас в Черном море. И это далеко не все виды, но сейчас большинство таких на пляже. И куда же без черноморского рапанчика. К сожалению, живых мы не понаходили, а понаходили только ракушки. Вот такая вот прелесть. Это, можно сказать, местная экзотика. Вот наш улов. Смотрите, после этого ореха весь пакет в дырках. Мы решили его помыть. Смотрите. И забрать с собой домой. Здесь орех, рапанчики мы с собой забрали. Да, вот такая красота. Все идет домой. 1000 чертей. Не знаю, видно ли на камере, но наши зрители уже могут оценить наш загар. Мы 2 года были белыми, а сейчас мы настоящие мулатки. На камере не очень это видно, но мы желаем всем хорошего дня, хорошего настроения. Любим, обнимаем и оставайтесь всегда на позитиве. И если вы еще не были на пляже, еще не купались в Черном море, то обязательно это успейте сделать, потому что говорят, что жара продержится только до 1 сентября. Так что welcome, пока-пока.